Привет, друзья! Сегодня у нас радостный солнечный день. Мы находимся в провинции Джидзян, и сегодня начинается наше большое путешествие. Второе за эту весну, даже четвертое, можно сказать, если посчитать все даже небольшие поездки. Сейчас мы направились прежде всего в Джидзян, потому что нас интересуют свежие лунзины из Джидзяна, нас интересуют свежие красные чаи отсюда и некоторые места, куда мы до этого даже не ездили. Снова занимаемся таким инвестигейшеном, как это правильно сказать, исследованием новых локаций. Сейчас мы находимся в местечке, которое находится неподалеку от города Футянь. Это, в принципе, тоже все это в радиусе Ханчжоу, так или иначе. Здесь есть тоже такой небольшой горный массив, в котором внутри занимаются в основном лунзином и дючухунмэем, красным чаем. Сбор уже здесь закончился, потому что невозможно успеть везде на сбор. Мы пробыли достаточно долго в Юнане, в Гуйчжоу, в других местах, и поэтому до сюда мы не успели доехать именно во время сбора. Но он только буквально закончился. Недавно была совершена подрезка чайных кустов. Она, собственно, видно, если взять подрезанный побег, видно, что на кончике собраны свежие побеги были. Подрезаны кусты, куст как раз отдыхает к следующему сбору, но я думаю, здесь, скорее всего, сбор летом, я думаю, не делают. Я думаю, здесь делают либо осенью, либо даже до весны, то есть по-разному. Сколько мы в Джидзяне, в Ханчжоу спрашивали насчет сбора. На том же Шифэне, на Львином пике, там, например, делают сбор раз в году. Здесь, возможно, нет, еще пока мы не успели пообщаться с фермерами, пока только доехали до первой деревни. Поэтому сейчас, наверное, уже будем пробовать готовый чай, что получилось из этого урожая. Будем знакомиться с новым местом и пробовать местный чай. Что интересно, хоть сорт называется одинаково, но на самом деле лунзина есть несколько разновидностей, каждый привязан к определенному региону, поэтому мы в этом году постараемся более внимательно познакомиться с этими регионами и найти какой-то новый интересный чай, чтобы всех вас порадовать. Приехали к первым фермерам в гости. Ага. Сейчас заварим местного. Ага, все. Дючухунмэй. Пробуем первый чай дючухунмэй. Здесь делают в основном красный чай. Чай уже весь сделан, как я говорю. Они даже уже его запаковали для поставок в магазины. И свои, и локальные, всякие разные. Чай очень имеет приятный аромат. Кстати, отличается от того дючухунмэя, который мы привозили раньше. Обычным народным способом. Стаканчик. На самом деле, здесь в северных провинциях часто такое очень встречается, в особенности с зеленым чаем. Все заваривают просто вот так. Попросив стеклянный стакан все-таки, потому что в пластиковом как-то это все не очень ароматно. Классный аромат такой у него. Не похож совсем на тот, который у нас был в дючухунмэй. Какой-то такой фруктовый, персик даже или что-то такое. Вот спросил насчет осеннего, весеннего чая, то есть делают тоже только раз в году, только весенний чай. Ну что, чаек. Внешне очень многообещающе. Что там будет на самом деле, покажет более внимательная дегустация. Сладенький и очень тоненький. Чем-то немножко синский напоминает, кстати. Ну, потому что и син-то близко. Вот, попросил такие, значит, соседку нашего фермера принести еще и свой чай, потому что у первого фермера чай очень классный, но это слишком мало. Поэтому сейчас попробуем еще, что есть. Здесь, кстати, на пакете написано «Легенда дючухунмэя», «Ручей 9 поворотов». Кстати, тоже дючу. Есть, кстати, дючуси, такое тоже место в Ишань, тоже «Ручей 9 поворотов», а здесь дючухунмэй. Те же самые дючу. И еще есть такой дючу улун. Чай, кстати, весь абсолютно разный. Один сделан у нас, получается, до еще цинмина, то есть где-то там за несколько дней до цинмина. Второй сделан сразу после цинмина, через 2 дня. А это, так понимаю, самый поздний. То есть они все в разный сезон собраны, соответственно, должны быть разные по вкусу. Кстати, вот можно посмотреть качество. Чай, который до цинмина, у него более золотистый настой. И весь настой полон маленьких ворсинок, которые поднимаются от почек. Чай, это как бы не средний, а это как раз самый поздний. Вот у него разительное отличие в настое. Он такой более блеклый, меньше золота, значит, что меньше почек. В данном случае гораздо меньше этих ворсинок. Аромат у него такой более простой, грубоватый. У первого аромат такой сладкий, с легкой такой пряной черпчинкой. То есть очень приятный. Похож он, в принципе, на тот, который мы уже приобрели, которого всего там получилось 5,5 зим. Чаек заварился, и сейчас будем дегустировать, смотреть, что получилось. Это у нас чай предцинминный, предясностный.
Если кто еще вдруг не знает, что такое предясностный чай, это чай, который сделан до праздника чистоты и ясности в начале апреля. День поминовения усопших в Китае, и параллельно после этого дня считается самый массовый сбор чая начинается. И самый правильный чай считается в это время. Но сейчас погода сильно изменилась, поэтому почти везде по Китаю чай начинают собирать раньше. Этот чай, собственно, собран раньше. По моему личному мнению, все-таки первый, который мы купили, более насыщенный. Вид какой-то немножко пустоватый. Китайская Народная Республика. Вот, мы в Китайской Народной Республике приехали на заводик по производству Дючу Хунмэя. Нас познакомил наш первый фермер, говорит, ну у меня чая мало, давайте я вас привезу на наш самый классный завод. И владелец завода, оказывается, в 60-е годы учил русский, знает слово хорошо, знает Китайская Народная Республика, даже, наверное, что-то еще знает, но стесняется. Поэтому пока он стесняется, я так не буду терроризировать и просить говорить что-то еще по-русски. Но мы сейчас зато попробуем его чаек. У него, слава богу, есть количество, есть разного качества красный чай, он специализируется только на красном. Сейчас буквально уже самые последние партии доделают. Вот тут буквально вот сегодня собрали, не знаю, сколько там зимний, может быть, килограмм, может 10 свежего листа. То есть будет совсем чуть-чуть красного чая. Кстати, партии каждого дня, ну, такого размера. То есть килограмм от 7 до 15, вот, обычно партия каждого дня. И мы сейчас попробуем несколько разных партий, оценим качество и, может быть, тоже будем сотрудничать. Кстати, аромат у него тоже отличается. Интересно то, что вроде бы одна деревня, ну как, не совсем одна, но как бы они похожи, очень рядом деревни находятся. И сырье похоже, и кусты похожи, и технология похожа. Но аромат, вот тоже четвертый чай, который я здесь вдыхаю аромат, и он тоже отличается. Но это, кстати, меньше почек. И ферментация видно, что сильнее гораздо. Он такой прям вообще черный. Так будем дегустировать. Все похожие ноты имеют. На каждом заводе все-таки своя какая-то история с технологией, и поэтому чаи даже разного грейда, но с одного завода, они будут более похожи, чем чаи одного и того же грейда, но с разных заводов. Потому что ферментация штука непростая, и у каждого есть свой секрет, как именно ее делать. Вот, короче, сорт называется Чонти, и он описывал, как его превосходство, то, что он все разбирает все преимущества чая, который они до этого здесь выращивали. Вот новый сорт, ну как новый, то есть во время династии Син здесь был старый сорт, другой, сейчас вот этот выращивают, и он еще говорит, что с него очень хорошо собирают пчелы мед, и поэтому он лучше опыляется, лучше растет и дает лучший аромат и так далее. Я не до конца понял один нюанс, который он написал, может чуть попозже поподробнее переведу, но суть в том, что чай именно очень подходит, именно этот сорт, для производства красного чая, потому что хорошо раскрывается аромат и вкус. Короче, ребята вообще молодцы на этом заводе, они придумали свою такую машину для ферментации, причем, я так понимаю, они адаптировали шкаф для хунгана. Изначально был шкаф, они оставили здесь другие корзины, переварили немного сами емкости, чтобы они были пошире, я так понимаю, больше что влезали корзины. Здесь, значит, внутри не стоят два обычных увлажнителя бытовых, но они контролируют влажность. Плюс к тому они, значит, поставили здесь термометр, который регулирует температуру, задают температуру для ферментации. Ферментация здесь идет 5 часов. То есть шкаф закрывается, примерно раз в час они достают корзины, а там примерно вот такой вот слой чая в каждой из корзин, перемешивают его, снова убирают обратно, и так делают 5 раз в течение всего ферментативного процесса. Но, говорят, в чем их секрет? Это уровень влажности и температура. Потому что это, они говорят, мы не можем рассказать, потому что мы регулируем это сами, потому что это самый как раз вот большой секрет именно ферментации. В этом как раз, я говорю, интересный очень вкус, у них отличается абсолютно вкусовая линия от многих других Дючу Хунмэев, которые я этого пробовал, именно такого я не видел. Я сразу предположу, думаю, наверное, что-то они тут с технологией интересной придумали. Вот придумали такой интересный шкаф. Но это уже обычная машина для хунгана, то есть финальная сушка здесь происходит. Машина абсолютно стандартная, но они тоже из-за того, что здесь возможны разные электронные настройки, они выбирают свой тип настроек, которые хоть и может сделать каждый, но какие именно сделать тоже не каждый знает, поэтому это, скажем, очень много вариаций. На самом деле машина используется на производстве очень большого количества разных чаев, в том числе и улуны тоже бывает сушат, те же вышанские в таких машинах. Еще разные сорта, зеленый чай даже бывает сушат так. Вот, это уже, как говорится, по желанию. Вот, но здесь конкретно используется для финальной стадии обработки красного чая. Ну что, на этой фабрике мы определились с выбором, взяли чай самый мощный, как нам показалось, по вкусу и аромату,
потому что прецеминный чай, он все-таки, вот он очень ароматный, но вкуса недостаточно, потому что в этом году перед цемином было достаточно жарко. И он говорит, что почка очень быстро пошла. И той прелести, которая бывает у прецеминного чая, часто, когда и аромат, и вкус, все такое тонкое, нежное, не получилось. Получился только аромат. Поэтому нам этот чай мы решили его не брать, потому что он дороже значительно. Средний чай, который вот сразу после цемина, нам показался по совершенно качеству неподходящий. А вот, скажем, такой где-то, который сделан уже 10 апреля, вот этот вот сделан 2 недели назад чаек, вот он нам больше всего понравился. И вкус, ароматы, послевкусие. Чай, конечно, северный, он заметно дороже того же юнаньского или даже чая из Гуйчжоу, но у него есть своя особенность. Во-первых, и сорт, и история происхождения. То есть конкретно мы сейчас находимся в самом сердце производства Дючу Хунмэй. Это оригинальное место его произрастания. Поэтому здесь, как бы, в общем-то, это как оригинальный. Если сравнить с тем же, например, уишаньскими лунами, как если приехать в Янча купить самые, что ни на есть дзиньянды, то есть из сердца утесной территории, то он тоже, конечно, будет сильно отличаться, чем внешне. Поэтому это, сказать, такой эксклюзив. Я думаю, что это будет интересно оценить всем и сравнить особенно с теми Дючу Хунмэями, которые у нас были до этого, потому что те у нас были внешние, а это, собственно, самый, что есть, оригинальный. Это не значит, что тот хуже или лучше, то что-то будет заметно дешевле, но, в общем-то, будет возможность оценить. Мы поедем дальше, будем дальше изучать, может быть, здесь еще попробуем какой-нибудь местный лунзин. Вот, пока с красным чаем я уже доволен, нашлось у нас 2 сорта, оба будут в таком лимитированном количестве, потому что конкретно эта партия тоже всего лишь 20 килограмм. Мы тоже взяли, даже не всю ее забрали, взяли поменьше, чисто на пробу. А эта партия вообще там несколько килограмм, то есть все тоже небольшими количествами, хоть и большой завод, потому что партии они сначала держат разделенными и смешивают уже только ближе к лету, если не распродали их отдельно. Нужно только я собрался, значит, уехать с завода, и тут я вспомнил, что еще есть лунзин. Естественно, эти ребята тоже делают лунзин, хотя, конечно, здесь в основном все концентрируются на производстве красного чая. 2 сорта лунзина, потому что второй хозяин завода, тут 2 владельца завода, он мастер по обжарке лунзина, то есть государственно сертифицированный, поэтому он так это заикнулся при прощании, говорит, а еще, говорит, я вот мастер по лунзину. И мы такие уже уходим, и такой, так, мастер по лунзину, доставай, что есть. Наш мастер по лунзину сейчас нам достал парочку сортов лунзина, сейчас мы их оценим обязательно. Это интересно, здесь, я смотрю, каждый технолог, вот что-то своя какая-то у него история. Например, в Гуйчжоу, когда мы были недавно на производстве лунзина, там они вот эту вот пыль, эти комочки, которые прилипают, такие, это, собственно, ворс с почек, которые прилипают к листу, они ее стараются как-то отделить. Здесь же, я смотрю, они особо на эту тему не переживают, вполне себе оставляют ее в полном объеме. Ну, может быть, не в полном, но, по крайней мере, ее тут много. Такие вот маленькие шарики пуха белые. Определил я, что этот пораньше, и мое предположение оказалось верным. Вот прям тот, который пораньше, у него такой более светлый листик, желтоватенький, но и меньше побег. Вот, хотя здесь видно, что не настолько прям такой вот идеальный, как непосредственно на сиху. Для нас важно не место, а вкус и аромат. А этот более такой аромат, мне кажется, посильнее у этого. Спросил, сколько времени жарит, он говорит, надо смотреть на сырье, когда только-только самый первый появляется, около 15 минут они обжаривают вручную, а вот позже уже ближе к получасу. В этом я говорю именно про ручную обжарку, потому что лунзин, как правило, 2 самых распространенных вида производства, это механизированное, все станок делает, но все равно вручную контролируемое, ну и, соответственно, полностью ручная обжарка. Мы это буквально в марте тоже этого года видели в Гуйчжоу, в провинции. Действительно, первое знакомство с листом, но чай, конечно, много говорит, но пока не попьешь, полной картины не сложится. Для этого есть такая очень-очень легкая нота сладости, ну, так как это ранний чай. Ну что, наш вердикт такой. Чай хороший, безусловно, да, но в моем личном ощущении, сравнивая его с чаем, который мы привезли в этом году из Гуйчжоу, я считаю, что первый чай из Гуйчжоу лучше. Почему? Потому что цена отличается в 2, в 3, в 4, в 5 раз, в зависимости от того, какой именно. По мне лично, предчувствием, ощущением, аромат, вкус, послевкусие, все остальные нюансы гораздо лучше. Не хочется брать здесь лунзин. Может быть, найдем, конечно, что-то еще где-то еще, посмотрим в других местах Джидзяна. Сейчас мы еще только начали здесь путешествие. А может быть, и остановимся на тех, которые у нас есть из Сычуаня, из Гуйчжоу. Будем продолжать наше путешествие дальше, теперь уже точно. Наконец-то мы все сделали. Ну вот сейчас в этом станочке разбивают, я так понимаю, немножко прогревают чай. После
сминания. Очень интересно. Ну вот, собственно, чай смяли, и после этого на 5 минут он помещает, значит, его вот в эту машину. Температуру добавляют очень небольшую, около 40 градусов. Вот, значит, разбивают комочки, во-первых, которые после сминания чая образуются. Вот, ну и, собственно, немножко просушивают, протряхивают чаек. Вот, после этого, значит, раскладывают его вот в эти вот корзины, достаточно таким высоким слоем, где-то на пол корзины, и уже ставят на ферментацию. И, по сути, после ферментации, последняя стадия, это уже будет сушка. Посетили несколько заводов, познакомились с местным чаем. Сейчас уже практически не делают чай, сборщиц можно увидеть одну на плантацию в лучшем случае. Вот, везде почти все кусты уже подрезаны, хотя есть еще несколько плантаций, вот там вдали, где еще чай собирают. Конкретно сейчас мы находимся в деревне, которая называется Далиньцунь. Она считается таким центром, средоточием именно шэнтайча, то есть природного чая. Вообще, сами вот эти горы Даушань, где мы сейчас находимся, это такой большой зеленый регион, даже если на карте посмотреть. С одной стороны, вроде город, там Ханчжоу недалеко, но как бы вот этот вот чайный сад, это такой оазис, который находится внутри гор. Вот, то есть он спрятан от цивилизации. Здесь внутри только деревеньки, запрещена, естественно, какая-либо вообще промышленность и так далее. Вот, даже не верится, что, в принципе, отсюда достаточно недалеко уже можно выехать в какой-то мегаполис. То есть это полное такое ощущение уже природы. Вот. Хотя, конечно, так, в принципе, отсюда не очень далеко до крупных городов, поэтому в этом, если сравнивать именно с окружающей средой, да, и сравнивать качество, скажем так, окружающей среды, то, конечно же, такие провинции, как Юнань, Сычуань, Гуйчжоу, они гораздо более выиграют в этом плане, потому что там даже городов даже поодаль нет. Вот, то есть там бывает за сотню, за 200, за 300 километров вообще нет ничего, никакой цивилизации крупной, никакой промышленности и так далее. Здесь все-таки вся эта цивилизация ближе. Вот. Но, тем не менее, этот округ считается шэнтайча, и надо сказать, что здесь мы, пообщавшись с фермерами, много всего интересного рассказали, то, что сейчас у них, как и везде в Китае, поднимается все больше и больше тренд насчет чистоты и так далее. В отличие от некоторых других регионов, здесь тему органичности, тему чистоты чая очень прям блюдут массово, не только как отдельные производства, как, например, в Гуйчжоу, там и в других местах, а здесь это как бы такое общее явление, и так как есть некие вот горы Даушань, здесь должно быть вот так. То есть общий стандарт на все деревни, которые делают чай, он примерно единый, и государство может там приехать на любую, даже маленькую ферму, взять пробы чая, взять там анализы и так далее. То есть это достаточно так тут строго. Интересно то, что в принципе, так когда едешь по дороге, не видно особо плантации, вот, но чуть-чуть поднялись на холм, и сразу видно, что довольно большой десятки объем производства чая, то есть на соседней горе видно там заводы чайные, вот, и при этом еще довольно большие массивы леса, которые явно охраняемые, то есть никто тут ничего не рубит. Чайные сады все, посреди сада везде посажены тоже деревья, то есть таких вот просто голых плантаций без леса тоже тут нету. Везде так все благоустроено, дорожки, видно, что сами фермеры тоже здесь очень себя неплохо чувствуют. То есть богатые такие, хорошо обустроенные домики, все очень аккуратненько, такое ощущение, как будто вот парк, и все это сделано для красоты. На самом деле все это абсолютно функционирует, работает, то есть чай собирают, чай делают, чай продают, то есть как бы это не для красоты сделано, и все эти дорожки красивые, они имеют абсолютно не только прогулочное значение, но, естественно, по ним ходят сборщицы вот, в сезон сбора и так далее. Ну, в принципе, аналогично, как в деревне Лунзин, которая находится ближе к озеру Сиху, непосредственно рядом с ним. Вот это уже получается следующая зона за Лунзином. Я думаю, что на сегодня мы здесь уже все посмотрели, все, что нас интересовало. И сейчас поедем уже глубже в провинцию Чжэцзян, изучать другие сорта чая провинции. Надеемся, будет что посмотреть. За пределами известных чайных мест, которые имеют некую историю и так далее, тоже выращивают чай, на самом деле. То есть даже просто вот сейчас едем по дороге, увидели небольшую деляночку. Здесь, скорее всего, я думаю, делают лунзин, судя по всему. То есть даже не спрашивая, вот встретили тетушку, которая подрезает вручную кусты. Вот, то есть не все кусты подрезаются машинкой,
потому что машинка, это все-таки, во-первых, не у всех она есть, во-вторых, это бензин, это деньги, вот, а ручной труд по-прежнему в Китае в цене даже в местах, где, в общем-то, зарплата чуть повыше, то есть, как здесь, например, в Джизяне, это несравнимо выше уровень жизни, чем, например, в той же Юннане там, или в Гуйчжоу, или где-нибудь еще. То есть, все равно по-прежнему встречаешь такие вот секаторами подрезают вручную кусты. Забавно то, что вот именно такими же ножницами я как-то раз наблюдал, когда мы были в Грузии, я помню, да, в Турции еще тоже, собирают чай так. То есть, когда идет такой полумашинный, даже не машинный, а такой сбор ножницами, особенно для того же вот так называемого калмыцкого чая в Грузии, вот, тоже собирают такие большие побеги. В Хунане, значит, когда собирают хэйча, тоже бывает, собирают не вручную вот эти огромные черенки. То есть эти ножницы не исключительно для подрезки существуют. Но, конечно, считается, что чай, который собирается ножницами, это уже такое, скажем так, низкосортное сырье. Самый правильный чай собирается вручную и собирается вот такой вот замечательный кипс. Вот. Ну, сейчас уже вечереет, пожалуй, поедем дальше. Надеюсь, завтра доехать до других интересных мест, где делают зеленый чай. Ну что, попробую впервые в жизни подрезать сам. О, только я убедил джун. Только я убедил джун. Спрашиваю, не слишком ли я много срезаю. Вот так вот. На самом деле не такая-то и простая работа. Тут местами они бывают довольно-таки кустики плотные. Там идут тетушки, все подрежем. Здесь ее чайный огород. Ну вот наш сегодняшний рабочий день подходит к концу. Мы вышли немного прогуляться. Перед тем, как уже доехать до финальной точки, мы сейчас едем в небольшой такой, даже не городок, но скорее такой полусело. Сложно, на самом деле, характеризовать населенные пункты Китая относительно наших привычных европейских и российских представлений о том, что такое город и что такое поселок. В общем, так или иначе, мы сейчас движемся в сторону Хуаншань. По дороге еще хотим заехать в несколько мест, но это, видимо, тоже будем делать завтра. А сегодня заедем в небольшой вот как раз поселочек, там переночуем. Вот. По дороге тоже проезжаем какие-то плантации чайные, но здесь как бы особо, во-первых, не так интересно по чаю, потому что это чай где-то вдоль дороги вот этот растет. Мы стараемся на такие заводы не заезжать, буряться хотя бы относительно в сторону от какой-либо инфраструктуры. В этом плане тоже еще одна из дополнительных причин, почему важно самим приезжать на производство. Ты видишь, где чай растет, кто его делает там, и так далее. Можешь хотя бы какие-то документы на месте посмотреть. Ну, то есть хотя бы примерно привычное представление составить о чае перед тем, как самому уже с ним работать. Сегодня поедем на Вутих Хуаншань, завтра хотим доехать до места, где делают чай Дингу Дафан. Мы его раньше, кстати, не привозили, это тоже один из достаточно известных зеленых чаев провинции Аньхой. Надеюсь, у нас получится туда-таки доехать. По дороге еще, возможно, заедем в один уезд, где делают лунзин, но, если честно, вот попробовав пару лунзинов еще здесь, я понял, что все-таки соотношение цена-качество нас не радует. Вот, будем дальше продолжать искать. Всего мы сегодня продегустировали около, наверное, 12 сортов чая, из которых нам подошли 2. Вот, то есть такое соотношение, ну, скажем, среднее. Вот. В основном, конечно, проблема севера, тут несколько проблем. Первое, это, конечно, то, что гораздо больше инфраструктуры человеческой, и найти места, которые хотя бы не вдоль дороги, не, скажем так, не в центре цивилизации, их достаточно сложно. Они, слава богу, есть, и мы такие были сегодня, но их немного. Вторая проблема – это то, что здесь выше уровень жизни, выше зарплаты, и поэтому чай отсюда, он как бы получается в сравнении с южным, не особо интересный. И поэтому интересно заниматься именно конкретно не просто какой-нибудь там лунзин и какой-нибудь зеленый чай, а находить какие-то такие действительно чаи, которые ценны своей технологией, своей историей и особенные, которые не делают где-либо еще. С примера можно привести, как мы в прошлом году съездили, например, в Юньси, да, нашли Юньси Хуацин, или тоже аньхойский, опять-таки, хэйча, который тоже находится достаточно далеко от цивилизации, такой в сельской местности, и там и чистый воздух, и чай сам по себе чистый, и технологии интересные, и чай самобытный. И вот именно такие чаи мы стараемся искать. И если в той же Юннане и там это делать достаточно легко, то здесь это достаточно сложно, но здесь зато есть интересный другой момент, то что чайная история, чайная культура здесь, скажем так, правильно больше, и исторически известных знаменитых сортов здесь тоже больше. Просто нужно находить
еще не только сорта, но и интересные места. Вот. И именно этим мы сейчас и будем заниматься. Завтра продолжим наше путешествие.